Я вам обещала показать эти маленькие пленерные этюды. Привет, я Юля Сайфан, художница. Показываю и рассказываю сегодня о моем пленере. Писала эти маленькие этюды, формат А6, вместе с теми, что показывала до этого. Там был формат чуть побольше, А5. Все с улицы, есть у меня ленивый пленер с окна. В основном выходила со своим самодельным этюдником. Золотой час, дом напротив освещен закатом. У этого термина есть несколько значений. Фотографию назначают закатное время. Оно очень короткое. Когда я пишу на закате, не успеваю фотографировать, как с облаками. Уплывают и не догнать. В Хулоне на перекрестке. Детали дополняла по фотографиям. Для меня этот перекресток большой кусок жизни, потому что я недалеко жила, потом водила этой дорогой детей в детский сад. Здесь у меня оранжевая подложка, и по ней прекрасно писать зеленым. Кусок забора и куст за ним, в глубине за забором стройка. Пылит и шумит ужасно. Хочу вам сказать, что не приходится брезговать сюжетом, потому что его не найти. Есть время и желание, иду и пишу в любой сюжет. Дерево и на заднем плане дом. С окна в торговом центре. В прошлый раз показывала этюд побольше с этого места. И автобусная остановка, вид сверху тоже оттуда. У меня есть за домами доступ к горизонту, вид на национальный парк Мигдаля-Цедек. Иногда я спонтанно иду туда писать закат. В торговом центре интерьер на этаже, где закусочные, было трудно решить, что делать с светом. Много источников освещения, все блестит. Справа зеленые фонари. Задача оказалась сложнее, чем я себе представляла. Мой город. Первым делом избавляюсь от белого, разливаю по листу теплый. Или же это охра, английская красная, может быть жженая сиена. Все это подходит для начала этюда в городской среде. Слева чуть списала машину, потому что она обрезана по композиции, и моя задумка направить взгляд вглубь. Один из элементов городской среды – эти низкие столбики. Я часто их беру в композицию для создания ритма. Пожалуйста, поддержите мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь. В городском пленэре мне нравится играть с фактурой пешеходной части. У нас новый район, и улицы вымощены кирпичиками. Здесь я искала баланс между частью, освещенной солнцем, и той, что в тени. Хвала импрессионистам, которые имели смелость обрезать фигуры в композиции. Когда так мало архитектурной натуры, я ищу просто сюжет по пятнам. Кусок машины и замысловатый куст за забором, пятна окон. Соседний перекресток. У художника большое преимущество перед фотографом – композиционный отбор. Если не нужны какие-то элементы пейзажа, их можно игнорировать. Передвигать деревья, убирать столбы, дополнять по своему усмотрению облака. Чем вам не роль создателя в отдельно взятом клочке бумаги? Фрагмент машины при дневном солнечном освещении на лавочке, которую я выбрала, прямо напротив моих глаз. Эта неаккуратность по периметру входит в композицию. Можно было бы убрать это, заполнить все углы, но я считаю, что в этюде важным является спонтанность и живость. И тут не до фанатичной аккуратности.
Проход между домами хотела сделать композиционным центром маленький желтый кустик. Пока писала эту машину, пришел водитель и уехал на ней, а я успела сфотографировать и уже дома довела до ума по рисунку. Стараюсь управлять вертикалями в пейзаже. Если стволы деревьев по природе могут как угодно наклоняться, то столбы любой высоты можно намеренно наклонить в композиции, чтобы избежать повторения края листа. У меня здесь речь не о академическом рисунке, где я не имею права на такую вольность. Но когда я сама себе хозяйка в своем этюде, могу себе позволить что угодно. У меня есть несколько этюдов с детской площадки. Пока я писала на соседних улицах в едином колорите, мне стало грустно и скучно от предсказуемости по цвету. Как-то я вышла с решением искать новое и пошла через детскую площадку, и вдруг у меня щелкнуло. Да вот же оно, прямо под моим домом. Эта практика сопровождалась звуками из детского сада через забор. Дети были на прогулке, так что у меня было полное погружение в тему. Дети в садике играли в полицейских и преступников. Самый звонкий детский голос всех строил. Преступники не хотели мириться, все как у взрослых. Площадка сверху покрыта синим тентом с отверстиями. Внизу мягкое покрытие, оно разноцветное. Сами качели, горки, все конструкции цветные, легко в них запутаться. Эта штуковина карусель, она поворачивается вокруг своей оси немного под наклоном. Для меня писать в таком месте, где столько цвета, было полезным и интересным. Пара этюдов с одного и того же места, но в разные дни. Один день я успела сфотографировать и дорисовать дома, а в другой день вышла без телефона и уже дома не могла закончить по фотографии, но тем не менее было интересно. Чтобы написать свечение, эту закатную яркость, я использовала саму бумагу, как это делают в акварели, прозрачно в светлых местах. Солнце уже уходило за горизонт, здесь чуть влево от него появились огни. Уже темно для живописи, цвета красок в палитре не видела, но зная, где они находятся, можно писать наизусть. В моей палитре готовые светлые оттенки, которые я замешиваю часто. Зная, где какая ячейка с какой краской, можно не видеть палитру. С того же места облака. Еще это с моего окна. Мне захотелось подчеркнуть контраст по цвету. Белые крыши машин написала через розовое. Дала композиции глубину вверху. Это большая масса, она как дыра, в нее проваливаешься, если смотреть. И через этот синий дорожный знак соединила верх и низ. Солнечное настроение. С моего окна у меня парковка параллельная. Я с удовольствием пишу каждый раз новые машины, которые там паркуются. Но мне нравится, просто это точка сверху, и идти далеко не надо. Ленивый пленэр. С детской площадки видно парковку. Можно было бы сзади машин дополнить еще какие-то детали, как окна домов. Но я решила все оставить это единой массой, записать единым цветом. Горка на детской площадке. Признаюсь, запуталась. Машинка под домом. Вы видите, что она серебряная? Кусочек улицы, часть в тени, часть на солнце.
Проход между домами, нравятся эти деревья. Кипарисы очень часто можно встретить и в парках, и так около домов. Я люблю их писать, потому что у них такая стилизованная вытянутая форма, и часто цвет очень глубокий зеленый. Я очень рада возможности делиться с вами моими наблюдениями, идеями, моими работами. Спасибо вам за то, что вы рядом. Пожалуйста, поддержите мой канал. Спасибо. До свидания.